Всем привет! Вы на канале Вкусно дома. С вами, как всегда, я, Ольга Молодцова. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом безумно вкусного печенья. Готовится оно очень просто. Для него нужно совсем немного ингредиентов. Итак, сегодня мы с вами готовим творожно-кокосовое печенье. Для него нам понадобится 200 граммов творога, 100 граммов сливочного масла, стакан муки, щепотка соли, 1 грамм ванилина и по 1,5 столовой ложки сахара и кокосовой стружки. Сразу скажу, что это печенье можно приготовить и без кокосовой стружки. Оно тоже будет очень вкусным. Но с ней оно приобретает настолько яркий аромат, что становится просто фантастическим. Итак, начнем готовить тесто. Для начала холодное, но не замороженное сливочное масло нарежем кубиками. Добавим к нему соль и ванилин. Теперь всыпем муку и начнем разминать вилкой. На этом этапе нам не нужно добиваться абсолютной однородности. Если в тесте попадаются небольшие кусочки масла, от этого печенье будет более слоеным. Кстати, что касается муки, по рецепту ее нужен стакан, но если у вас сухой творог, то ее потребуется немного меньше, а если влажный, то муки нужно немного побольше. Дальше к нашему тесту добавляем творог и теперь разминаем до однородности. Тесто прекрасно держит форму, но при этом оно остается очень мягким и податливым. На этом наше тесто готово. Сейчас мы его отправим на несколько минут в морозильную камеру, чтобы тесто было более пышным и рассыпчатым. Заметьте, в тесте вообще не было сахара, поэтому сладость этого печенья будет зависеть от того, сколько сахара для присыпки вы возьмете. Можно это печенье присыпать просто сахаром, можно смешать с кокосовой стружкой, как я вам предлагаю это сделать, а можно брать, допустим, корицу, молотые орехи или вообще то, что вы любите. Итак, для присыпки смешиваем сахар с кокосовой стружкой. За 15 минут в морозилке наше тесто стало довольно прохладным, и теперь мы из него раскатаем корж толщиной примерно 2-3 мм. Дальше из него мы стаканом вырезаем кружочки. Лишнее тесто можно убрать, чтобы оно нам не мешало. Из него мы потом тоже вырежем такие же кружочки. Одну половинку нашего кружка покрываем присыпкой. Накрываем второй половиной и слегка прижимаем. Снова присыпаем половинку. Снова накрываем и прижимаем. В результате у нас получается вот такой конвертик. Верхушку печенья обмакнем в сахар и выкладываем его на противень. Духовку нагреваем до 200 градусов и отправляем туда выпекаться наше печенье. Это займет примерно минут 15, но смотрите сами по своей духовке. Главное, чтобы они стали красивого золотистого цвета. Ну вот и готово наше золотистое, румяное и безумно ароматное печенье. Такое печенье получается не только вкусным и ароматным, но еще и очень нежным. Оно просто тает во рту. К тому же его любят и взрослые, и дети. А детей, согласитесь, накормить чем-то с творогом не всегда бывает просто. Так что, если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк под это видео, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все мои новые рецепты. Заходите в мой инстаграм и группу ВКонтакте. Все ссылочки указаны в описании под этим видео. Также пишите мне комментарии, я всегда их очень жду и стараюсь отвечать на каждый. Ну что ж, а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока!